Чернота. Все крутые фильмы начинаются с черного экрана. И музыка. Тревожная, страшная музыка. И логотипы. Такие долгие, драматические логотипы. Так, а теперь приготовьтесь. Будет много букв. Всем привет! Сегодня у нас обзор набора 40227. Это Бэтмобиль, выполненный в линейке Lego Technic. Что? Этот номер долго оставался зарезервированным 40227, но не было понятно, что за набор выйдет. Потом просочились слухи, что это будет некий набор по франшизе. Ну, я, честно говоря, ждал продолжения линейки Форсаж, дополнение к Dodge Charger. Идеально была бы Toyota Supra. Так вот, вышел вот такой вот набор, Бэтмобиль. Не знаю, что сказать. Сейчас мы будем его вместе распаковывать, собирать и поэтапно выразим свое отношение к этому набору. Что по деталям? Здесь 1360 деталей. Цена в Америке ожидаемая $99, такая же, как у Dodge Charger. Собственно говоря, он и по стилистике это чем-то похож на Dodge Charger. Давайте сами все посмотрим. Не будем сейчас сравнивать. Давайте. И, кстати, вот обратная сторона. Нетипичная коробка, нетипичная тем, что здесь какой-то красный фон, логотипы фильма DC Comics. Ну все, давайте вскрываем. Пакеты даже пронумерованы, это хорошо, значит собирать будет проще, поэтапно. Я думаю, что этот набор будет предназначен не для техник фанатов, а в первую очередь для фанатов DC Comics, фанатов супергероев, Бэтмена в частности, чтобы через этот набор с франшизой получить новых потенциальных покупателей линейки Lego Technic. Ну, то есть, понимаете, да? Бэтмен это как замануха здесь. Функционал модели вблизи. Ну, по сути, то же самое, что мы на коробке видели. А, вот как раз картинка реального Бэтмобиля. Ну, реальный Бэтмобиль, конечно, очень крут. Тут ничего не скажешь. Цветовая гамма ожидаемо черная. Это же Бэтмен. Вот самая интересная деталь этого набора. Черненькие панели, такие же, как в Ferrari 42125. Только черные, вот они. Черные панели с закругленным верхним краем. К ней подойдут расширители от Ford Raptor черного цвета. Поэтому эту панель можно сильно увеличить в размере, если добавить к ней расширитель. И еще одна деталь, которая, возможно, многие из вас знают, точнее даже помнят, это прозрачный цилиндр двигателя. Прям, мне кажется, мечта дефектолога двигателей, чтобы прямо видеть, что с двигателем не так. Кстати, такие элементы уже были ранее. Вот пример такого же цилиндра, правда, немножко он помутневший уже, потому что этому набору уже 20 лет. Возможно, есть какие-то новые детали из Lego System, но это нас меньше интересует. И, кстати, здесь стоит у нас дифференциал нового типа, это плюс. Карданов здесь целых 2 штуки, по-моему, насколько я помню. Вот. И еще стоит отметить, что здесь очень много вот таких вот микропанелей в черном цвете. Целых 11 штучек. Я собрал первый этап сборки этого безумного Lego Technic суперкара. Давайте посмотрим ближе, что здесь есть. Готова вот такая вот рама, она пока еще гнется, потому что здесь вот, видимо, что-то пока не зафиксировано и будет зафиксировано в дальнейшем при сборке. Что отмечу? Смотрите, здесь стоит дифференциал нового типа, усиленный. Вопрос возникает, зачем поставили усиленный, когда они обычно ставят дешевые старые версии, которые не усиленный. У меня объяснение, наверное, только одно. Здесь другое передаточное отношение. Возможно, нужно было, чтобы от колес передавалось вращение быстрее, чем это дает старый дифференциал. Ну, возможно, это связано с тем, что у нас там какие-то вращающиеся элементы в двигателе, в том числе турбина сзади с освещением. Увидим дальше. Далее мы видим центральный тоннель, по которому проложена система привода поворота рулевой системы. Рулевая система простейшая, с рейкой. Как мы видим, подвески здесь никакой нет. Вы видели это уже с задней части. В передней части используются обычные коннекторы для без подвесочного типа рулевой системы, причем угол поворота, на мой взгляд, маловат. Возможно, это связано с тем, что здесь используются широкие колеса 56 мм, но для игровой машины, которая кататься будет, это, конечно, маловато. Вот. И смотрите, еще один момент, что здесь нет ступиц. Тоже об этом нужно сказать. Ступиц нет, то есть колеса крепятся на оси. Вот. Возможно, этот шаг сделан для удешевления модели.
Но опять же, в том же Dodge Charger там тоже использовалось осевое крепление колес. Честно говоря, у меня было такое предубеждение, что ступицы начинаются с диаметра колес больше 68 мм включительно. Здесь как раз задние колеса будут 68 мм большие, но тем не менее крепятся они на обычные оси. Поехали дальше. Вы знаете, что мне понравилось? Что практически каждый пакет, кроме первого, он собирается отдельно, а потом добавляется к шасси, которое было собрано у нас на первых этапах. Пока я не собрал всю модель, давайте покажем, как выглядит модель изнутри. Ведь здесь функций на самом деле не так много, но они интересные. Рулевая система работает исключительно через хок, то есть хок Hand of God на крыше. Угол самих колес, угол поворота колес, он небольшой. Все дело в ограничителях, которые не дают осям выпасть. Но это традиционная схема. Гораздо интереснее сам механизм, как он устроен внутри, потому что у нас сам хок выполняет еще и функцию включения подсветки, красной подсветки двигателя. Ну, сам двигатель, который будет стоять здесь, мы увидим позже. Но вот смотрите, нажимая вот на это верхнее колесико хок, мы видим, что у нас загорается лампочка. Притом отпускаем, она гаснет. Все дело в пружинке и механизме. Вся эта конструкция плавно движется на двух осях, как на направляющих, и опускается вниз. Обратно она отпружинивает за счет пружинки, которая находится на вот таком же вот переключателе. То есть мы когда нажимаем кнопку, она у нас обратно возвращается за счет внутренней пружинки. То же самое здесь. Красный этот фонарик, светильник, он отпружинивает всю конструкцию обратно. Ну и кроме того, что она пружинит, нажимает, она еще и работает для передачи вращающего момента на колеса. Мы видим там угловая передача, и вот мы видим вот этот привод, который за счет того, что здесь есть кардан и еще один раздвижной шрус, привод, вся эта конструкция подвижна. Далее, для подсветки второго блока светодиода, который находится у нас в передней части, но не под капотом, получается, а в багажном отделении Бэтмобиля, он включается у нас за счет вот этого вот рычага, который как будто бы является селектором коробки передач, но я фильм не смотрел, я не видел, для чего он там используется. Видимо, он там используется для включения какой-то суперфункции. Это обычный тоже вот рычаг, который нажимает и пружинится обратно. В общем-то, все. Прости, что? Мотор. Мотор основан на новых прозрачных блоках цилиндров. Мотор 8-поршневой. Что могу рассказать? Он выглядит как пирог и 8 свечек. Лучше так. 8 пирогов и 1 свечка. Вот эти вот холодные пламя, что они тут изображают, я еще раз скажу, я не знаю, потому что кино я не смотрел. Но, кстати, смотрите, что интересно. Кроме того, что мы можем видеть, как у нас двигаются поршни внутри прозрачных цилиндров, мы также можем видеть, как внутри балок располагаются пины, синий и черный. Было бы прикольно увидеть вообще всю конструкцию машины в сборе, если бы все панели были бы прозрачными. И было бы любопытно узнать, как все это движется внутри, когда модель вся прозрачная, как здесь. А теперь мы ставим мотор 8-цилиндровый с 8 свечками. Сейчас мы будем крепить выхлопную систему. Это вот такие вот штуки. Да, это, видимо, все-таки штаны выхлопной системы, а не топливной рейки. Для окончательного внешнего вида двигателя здесь не хватает, пожалуй, только вот этой штуки, которая почему-то ставится на последнем этапе. Но мы с вами можем ее сейчас закрепить и посмотреть, как у нас все это дело выглядит. Вот, даже двигатель светится красным. Далее давайте закрепим крышу, это просто панели, ничего тут сложного. А теперь мы крепим передние крылья. Вот смотрите, то, о чем я говорил, модульная сборка, вот переднее крыло вместе с дверью. Вот у нас переднее крыло с аркой. Кстати, общее замечание по передним и по задним крыльям, что вот эти вот панели, они вот так вот выпирают сильно над аркой, которая у нас утоплена внутрь. Такой вот момент, все потому, что арки сверху имеют скругленную поверхность, поэтому мы не можем делать острое боковое плечо без вот таких вот углублений, как здесь. Давайте посмотрим переднюю часть машины. Это вот такая вот конструкция. Здесь у нас очень много новых панелей, новых микропанелей черного цвета. Дальше их будет еще больше, поэтому только начало. Особенность в том, что здесь есть очень много деталей Lego System. Во-первых, сами вот эти штучки, это, видимо, элементы для, может быть, тарана. Такие штучки стоят на полицейских машинах, как на бампере. Давайте закрепим сейчас переднюю часть машины.
Передняя часть, морда, она немножко наклонена вниз. То есть такая акулья морда. Дальше мы будем крепить с вами задние крылья, ну и задние фары. Вы знаете, эта машина напоминает мне тачку Вина Дизеля из одного из «Форсажей», где он в Арктике ездил. Сейчас я действую без инструкции, но вот чисто логически должно вот так крепиться. Кстати, запомнить эту фразу, скорее всего, потом мне придется к ней вернуться, когда я буду осознавать ошибки при сборке. Вот то, что я называю модульностью сборки, и это приятный момент набора. Возможно, это сделано в том числе для того, чтобы упростить сборку для новичков. И, как я сказал в начале, набор, скорее всего, рассчитан на новичков, на неопытных строителей в серии Lego Technic. Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Капот. Кроме того, что здесь есть 6 свечек, стоит отметить, что здесь 6, ну так скажем, новых микро-черных панелей. Вообще их в наборе в этом очень много. В передней части 3, здесь 6. В задней части еще, по-моему, по 2. Ну, то есть, это прямо донор этих новых черных панелек. Вот. Сейчас мы с вами поставим капот. Немножко не по технологии. Кстати, вся эта сборка напоминает, наверное, сборку наших отечественных автомобилей, когда все делается не по технологии. Дальше собираем стойки лобового стекла. И смотрите, стойки лобового стекла здесь чем отличаются от других моделей? Тем, что здесь есть коннекторы, которые состоят из двух деталей. Они знакомы больше по Lego System наборам, наверное, которые можно загнуть на любой угол. Ну, по сути, эти углы дублируют те же углы, которые дают нам обычные угловые фиксированные техник-коннекторы. То есть абсолютно те же углы, можно даже не сравнивать. Мне кажется, в этом наборе не хватает черных осей на 2, чтобы совсем она смотрелась черной. И, кстати, еще один интересный момент. В наборе нет осей на 4. Все оси на 4 в наборе вот такие вот бежевые, со стопором посередине. Я думаю, что причина в том, чтобы упростить сборку и разделить детали по цветам, ну, чтобы не было путаницы, потому что там где-то, по-моему, у нас были другие красные детали, по-моему, оси на 6 красные, и чтобы сделать все максимально цветным, как вы знаете, это для упрощения сборки, особенно для новичков, они вот таким образом поставили везде бежевые оси, даже там, где их стопоры фактически не нужны. Это приборная панель, и она сделана достаточно неплохо. Кстати, здесь все наклейки, которые используются в наборе, они по сути пошли на приборную панель. Сейчас будет картинка с наклейками. Основная панель за рулем, потом дополнительная справа от водителя и еще правее еще какая-то панель цифровая. Руль используется новый, как в раннем наборе Raptor. Закрепляем панель приборов. Я почему-то думал, что у нас Бэтмен такой индивидуалист, что кресло будет одно, но нет, вот второе. Вот этот синий пин окончательно скрепляет раму, которую, как вы помните, в самом начале ломалась посередине и не была достаточно жесткой. Вот все дело в этом синем красном пине, который должен окончательно вбить гвоздь в раму. Так, ну у нас осталось мелкие детали закрепить, и модель будет готова. И последний этап сборки — это колеса. Причем колеса не просто покрышки и диски, но и вот такая вот детализация. Кстати, очень похоже на те же тортики со свечками, прямо какой-то набор Карлсона, а не Бэтмена. Пока вы разглядываете тортики, я буду насаживать колеса на оси. Спереди стоят покрышки широкие, низкопрофильные, 56 мм на 28 ширина, а сзади стоят широкие колеса 68 на 8, ну как на Ferrari или на Porsche 42 на 96. Размерностью 68 на 8 на 36 ширина. Вот так выглядит финальная модель для фаната серии Comics DC Batman. Что сказать, модель, в отличие от того же Раптора, нормально катается. У нее колеса не раздвигаются из-за неправильного схода развала. Вот. Правда, как я сказал, радиус поворота небольшой. Чтобы на столе развернуться, вы видите, мне нужно реально очень много времени. И для игры модель вряд ли подойдет. Хотя, честно скажу, вживую она выглядит лучше, чем это было на картинках. В фильме я не видел, как выглядит модель в фильме. Вот. Явный дисбаланс между размером колес. Мы видим, что задние колеса 68, передние 56. Но это очень большая разница. Я думаю, что в фильме наверняка увидим там, что там нет такой большой разницы в колесах. Поэтому я отсюда делаю вывод, что колеса здесь должны быть другие. Какие другие, мы с вами посмотрим чуть позже. И вот
самая главная функция набора – это вот то, что у нее при езде очень-очень быстро вращается вот эта вот турбина, видимо, или выхлоп, откуда у нас выходят эти вот языки пламени, белого пламени, бело-голубого пламени. Кстати, бело-голубым горит газ, и «Газпром» мог быть спонсором данного видео, но нет. Штаны, которые у нас по бокам от блока цилиндров, собирают выхлоп, потом он по трубам воедино идет, выходит вот в эти вот патрубки, заходит в этот вот большой, как называется, кастрюля, сопла, откуда уже единым потоком вырывается. Видимо, так это работает. При этом у нас на капоте есть тоже маленькие языки пламени, маленькие свечки. О чем это говорит, не знаю. Ведь у нас двигатель находится сзади. Почему у нас спереди тоже языки пламени, это большой вопрос. Реально. Тот факт, что нельзя зафиксировать и передний, и задний светодиоды во включенном состоянии без руки, говорит о том, что батарейка у нас не сядет от того, что мы забыли выключить свет. То есть он горит только, когда мы предлагаем руки. Это плюс на самом деле. Батарейки, можно сказать, здесь будут почти вечные. Все ясно. Откровенно непонятно мне, почему так сильно отличаются тут колеса. 68, напомню, сзади, а спереди 56 мм. Это первое. А второе, на картинках из фильма отчетливо видно, что колеса там совсем не низкопрофильные. И вообще сложно представить картину, чтобы Бэтмен носился по Готэм-Сити на низкопрофильной резине за преступниками. Поэтому, мне кажется, Лего упустила очень хорошую, пусть валяется, очень хорошую возможность представить в этом наборе те покрышки, которые пока еще, к сожалению, не получили должного распространения. И по иронии судьбы они были представлены как раз на Бэтмобиле. Это покрышки 68,7 мм, которые были представлены на Бэтмобиле, по-моему, 2-годовалой давности. Тот самый классический Бэтмобиль 87 года. Посмотрите, как они шикарно здесь смотрятся. А что касается передней оси, это всем знакомые, и которых тоже сейчас очень не хватает, до сих пор почему-то на них ничего не выпускают. Колеса 62 мм. Правда, нам нужно немножко переделывать переднюю ось, потому что она рассчитана на широкие диски 56 мм. Но суть вам будет понятна сейчас. Посмотрите. Передние диски должны быть тоже в черном цвете. Тоже была бы хорошая возможность именно в этом наборе представить черные диски для колес 62 мм. И вот так вот он смотрится. К сожалению, там они пока трут, потому что, еще раз скажу, рулевая система не переделана под эти колеса большего размера. Но вот так смотрится гораздо реалистичнее. У нас и профиль, высота покрышки смотрится лучше, чем вот эти низкопрофильные. Ну и фанаты были бы очень рады тому, что стояли бы здесь вот такие колеса. Мне кажется, даже именно эту картинку делать надо на превью. Исходя из внешнего вида и функционала, сразу становится понятно, что набор рассчитан не на опытных технарей, которые уже являются и так преданными фанатами компании Lego, но и не на тех новичков, которые обычно покупают наборы попроще, поменьше, такие как Pullback или начальные наборы техник. Скорее всего, Lego метит в две категории. Первая – это уже имеющиеся фанаты Lego, которые увлекаются какой-то линейкой типа DC Comics и покупают исключительно наборы в стиле Lego City, Lego System, такие как DC Comics, либо же наборы Creator Expert по тематике комиксов. Возможно, таким образом они хотят заманить этих клиентов, которые традиционно уже засели в своей серии, заманить их на территорию техник. Вот. А вторая категория клиентов, на которые может метить Lego, это уже подростки, которые никогда не покупали Lego вообще, или не интересовались этим, но вот за счет того, что выходит их любимый фильм, они, увидев такую машину в рекламе, такие: о, да, это машина из нового Бэтмена, и, наверное, неплохо будет смотреться на моей полке. Обожаю. Если говорить о наборе как о техник серии, то функции здесь урезаны, нет таких типичных для такого размера машин функций, как подвеска, например. Да и форма не идеальна. Например, вот эти вот выступающие панели крыльев, которые выступают поверх утопающих в них арок. Не очень красиво смотрится. При этом не стоит забывать, что в серии Creator Expert есть полноценные Бэтмобили и даже Бэтвинг, которые смотрятся на порядок лучше, и при этом в отдельных функциях они по сложности не уступают топовым наборам техник. Этот набор по сложности функций, он ничем не лучше этих наборов Creator Expert, только он еще к тому же страшненький.
и урезанный по функционалу. То есть он такой какой-то неопределившийся. Не знаю, та же самая функция дистанционного управления машинкой, чтобы она ездила на пульте, но могла бы сильно выделить его из общей толпы наборов по серии DC. Однако это негативно сказалось бы на стоимости набора, потому что цена бы его выросла как минимум в 1,5, а то и 2 раза. Да даже банально сделать здесь подвеску, тем самым можно было впечатлить покупателя вместо всех этих вот тортиков и языков пламени, которые почему-то оказались важнее подвески, на которую нужно там, может быть, там, деталей 10-15, не больше. Тогда в чем смысл этого набора, я, честно говоря, не понимаю. Но могу сказать одно. Если вы хотите подарить этот набор человеку, чтобы заинтересовать его серией техник, это один из самых худших наборов, который представляет линейку техник. Но учитывая его стоимость $99, это значит, что со скидками его цена будет доходить до 5000, как у этого прекрасного чарджера. В общем, если вы давно покупаете Lego техник и уже видите, что этот набор в вашу коллекцию не вписывается, как минимум он будет полезен вам деталями. Черные панели, черные арки, черные микропанели, которых тут много, и многие другие функциональные элементы, которые могут вам пригодиться. И, кстати, вряд ли я захочу держать этот набор на полке очень долго, потому что он реально, как я сказал, не отражает серию техник, поэтому я предлагаю вам в комментариях написать, что сделать из него, какую альтернативку. Ну, судя по размерам колес, тут как бы что-то нестандартное будет, да, какой-то хот-род напрашивается. Но, тем не менее, напишите, что вы желаете видеть, и если этот комментарий, если это видео наберет достаточно просмотров, то, возможно, мы сделаем альтернативку с ним в том же стиле, как я делаю это с Volvo 42114. Кстати, следующая серия будет именно про Volvo, и там вы уже увидите, что у меня получилось. А на этом все. Не забывай подписаться на канал, оставить ваши комментарии по тем вопросам, которые я обозначил. И до скорого. Пока.